Добрый день, друзья! Для приготовления пирога берем 230 грамм мягкого сливочного масла, добавляем к нему 3 желтка и 180 грамм сахара. Взбиваем все до однородной массы. Затем добавляем 4 столовые ложки сметаны, пакетик ванильного сахара 10 грамм, 2 чайные ложки разрыхлителя, а также пол чайной ложки соды. Обязательно гасим ее уксусом. Взбиваем все миксером до однородности. Далее всыпаем половину от общего указанного количества муку, это где-то грамм 200. Перемешиваем тесто миксером. Делаем это на слабых оборотах миксера. Затем добавляем вторую часть муки и замешиваем тесто уже руками. Оно быстро собирается в шар, получается очень-очень мягкое и не прилипает к рукам. Это универсальное песочное тесто, которое подойдет для многих пирогов. Берем форму для выпечки. Размер моей формы 31,5 на 23,5 см. Выкладываем в нее тесто и руками равномерно распределяем по всему дну. Форму смазывать маслом не нужно. Стараемся, чтобы тесто по толщине было везде одинаковое. Также бортики можно подровнять. Я делаю это при помощи пластикового кулинарного шпателя. Очень удобно и главное, что быстро. Ну и теперь форму с тестом убираем в холодильник, а за это время взобьем безе. В миску вливаем 4 белка, добавляем к ним щепотку соли и взбиваем до пышной массы с пузырьками. По времени это занимает секунд 10. Затем, не переставая взбивать, постепенно всыпаем 200 грамм сахара и взбиваем белки не менее 5 минут до устойчивых пиков и глянцевой массы. Смотрите, при взбивании на поверхности остается след. Это значит, что белковая масса готова. Также, когда я поднимаю венчики, то белки не стекают с них, и можно даже потрясти, и ничего не произойдет. Масса плотная, но при этом очень воздушная. Берем кондитерский мешок с насадкой и перекладываем в него меренгу. Проталкиваем вперед, избавляясь от воздушных пузырьков, и пока отложим меренгу в сторону. Также для начинки измельчаем орехи. У меня сегодня грецкие. Их нужно 100 грамм. Можно брать абсолютно любые на ваш вкус. Орехи должны остаться мелкими кусочками. До крошки измельчать их не нужно. А еще для начинки берем варенье или джем. У меня сегодня варенье из черной смородины. Но я все-таки советую брать густой джем, чтобы при нарезании пирога начинка не сильно вытекала. Распределяем джем по тесту. Сверху высыпаем измельченные орехи. И теперь отсаживаем меренгу по всему пирогу в виде вот таких красивых маленьких звездочек. Пирог и в сыром виде выглядит очень оригинально и красиво. Заполняем меренгой все пустоты. И в таком виде отправляем пирог в заранее разогретую до 180 градусов духовку и выпекаем его в течение 35-40 минут. Все духовки разные, и может быть такое, что безе начнет коричневеть. Тогда накройте пирог сверху фольгой, но открывайте духовку не раньше, чем через 15 минут от начала выпечки. Мой пирог готов, я фольгой не накрывала. У меня получился вот такой светло-коричневый цвет у безе. Даем пирогу полностью остыть, а затем разрезаем его на порционные кусочки. Вкус у пирога просто волшебный. Песочное масляное тесто, вкусный джем, орехи и сверху безе, которое напоминает нежную зефирку. Я думаю, вы представили себе вкус этого пирога и приготовите его в ближайшее время. Если остались вопросы, задавайте их в комментариях. Я обязательно вам отвечу. Подписывайтесь на мой канал, нажимайте рядом на колокольчик и смотрите новые рецепты первыми.
С любовью, Евгения и кулинарный канал «Это просто».